Друзья, всем привет! Сегодня для вас я подготовил несколько полезных советов и простых полезных самоделок. Почти все биты для шуруповертов намагничены, но не всегда этого достаточно для удержания шурупа, особенно в неудобных местах, там где получается подлезть только одной рукой, шуруп так и норовит упасть. В таких случаях я пользуюсь изолентой. Просто отрываю кусочек и, протыкая его посередине шурупом, липкой стороной к шляпке продеваю этот кусочек изоленты до конца, а затем прижимаю саморез к бите и липкой стороной изоленты фиксирую к бите. Так саморез не упадет от малейшего движения и его легко будет наживить. Остался от ремонта вот такой кусочек кабель-канала. Я его не стал выкидывать, а решил сделать полезную самоделку. Для начала замеряю ширину самодельным рейсмосом и этот размер переношу на грани кабель-канала. Необходимо сделать рез от начала до точки на грани. Делаю это обычным канцелярским ножом, и что-то неудобно и немного опасно получается, так как пластик достаточно толстый. Да и нож в итоге сломался. А я и один рез даже до конца не сделал, который еще и убежал немного от ребра. Вывод: канцелярским ножом делать такой рез не вариант. Взял бутылочку буратино из холодильника и пока пил, пришла идея. В дело пойдет крышка от бутылки. Ее я сплющиваю молотком. Далее, стараясь найти центр, делаю сначала маленькое отверстие, а потом отверстие на 6 мм. Теперь беру болт М6, пару шайб и гайку и устанавливаю сплющенную крышку на болт, фиксирую гайкой с шайбами. Получилась своеобразная насадка-пила на шуруповерт. Ею как раз удобно и в целом безопасно делать небольшие пропилы в пластике. На удивление, такая простая вещь быстро справилась с задачей и делает самоделка ровно за 2 минуты. А пригодиться может в самых неожиданных задачах. Сделав пропилы в коробе, загибаю в нем боковые стенки вовнутрь. У одной из них, все той же приспособой с крышки, выпиливаю кусочек с защелкой. Далее склеиваю цианокрилатным клеем стенки между собой. Нижнюю торчащую стенку спиливаю. С другой стороны короба уже у обоих боковых клапанов спиливаю элемент с защелкой. И также потом склеиваю. Получился вот такой удобный контейнер с крышкой. Использовать его можно, например, для хранения сверл, которыми не часто пользуетесь. Ну или для других предметов, тут уже все зависит от фантазии и размеров остатков самого короба. На контейнере получилась удобная и вполне надежная крышка. Лежащие в ней предметы останутся в целостности и сохранности. Так, надо заменить лезвие у ножа. Кстати, а вы знали, что лезвие при затуплении необходимо отламывать вот этой заглушкой? Вставляем заглушку в лезвие и резким поворотом обламываем секцию. Но тут уже от лезвия мало что осталось, поменяю на новое. А чтобы потом не искать новое лезвие, положу еще несколько штук в специальный отсек в ноже. Говорят, не у всех ножей есть такие фишки, но мне всегда попадались именно такие, что все было. Напишите, друзья, у кого не так. Бывает, надо подлезть, что-то отпилить ножовкой по металлу, но место труднодоступное и удобно подлезть только полотном, но держать его рукой очень неудобно. Так вот, в помощь пойдет все тот же канцелярский нож. Просто убираем лезвие и на его место устанавливаем полотно. Получается удобная ручка для полотна по металлу.
Ну и напоследок вот такая интересная самоделка из деревянной прищепки и обычной точилкой для карандашей. Откручиваем лезвие и прикручиваем его к прищепке, как на видео. Получается вот такая приспособа для зачистки проводов. Могу с уверенностью сказать, что она вполне рабочая, так как у меня есть в наличии, и я уже давно пользуюсь подобной приспособой в заводском исполнении. Она, конечно, немного удобнее прищепки, но она не всегда есть под рукой. Да и нашел ее только на Алиэкспрессе, ссылку, если что, оставлю в описании. Друзья, на этом на сегодня все. Хотелось показать вам несколько простых и полезных идей, и я надеюсь, у меня это получилось. И вы по достоинству оцените это видео лайком. А в комментариях напишите, какая из идей вам понравилась. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!